Итак, снова всех приветствую. В честь трехлетия своей первой машины я объявлял ответ на вопросы и попросил вас, ребят, позадавать мне вопросы. И вышло не так уже мало вопросов. Приступим же. Как ты делал ROM-hack LAN94? Через компилятор? Если ты под компилятором имеешь в виду Decomp, то нет. В основном мы его делали через SM64 ROM Manager, но иногда использовались и другие программы. Когда Mario худеет 3 и застряли в пустыне 3. У меня пока нет планов, чтобы выпускать продолжение этих машин, но я ни в коем случае не отрицаю, что такие видео будут. Один человек сделал предположение, что это будет в 2024 году. Этого я тоже не отрицаю, но и не обещаю. Были ли у тебя старые каналы? Нет. Будут ли арки как SMG4? У меня фокус не на серьезных сюжетах, а на юморе, поэтому вряд ли. Будет ли у тебя второй канал? Может быть. Были ли у тебя ники до нынешнего? Если ты имеешь в виду на ютубе, то вроде это и есть мой первый ник. Но я бывало менял ники. Но всегда в итоге возвращался к нынешнему. Чай или кофе? Мне нравятся оба, но я предпочитаю чай. На шуточные вопросы не отвечаю. Что бы ты сделал в честь 500 или косаря подписчиков? На честь косаря я бы сделал то же самое, что и на 500. Что я сделаю на 500, вы увидите. У меня нету идей, что тебе задать, поэтому приятного аппетита. Спасибо. Ебать мой рот здесь вопросов. Когда ты начал свою карьеру по SM64? Ну, если это можно назвать карьерой, то получается, что 20 октября 2020 года. Какая самая сложная машина, которую ты делал? Наверное, вообще никто не ожидал этого ответа, но мне кажется, что это острова Карибии. Почему? Я на это видео потратил целых 4 месяца. Как так? Мне тупо было очень сильно лень делать это видео, из-за чего я лишь делал по несколько секунд в день, пока не решился наконец-таки по-серьезному взяться за него. Откуда появилось название Катаракта? Я люблю давать ебанутые названия своим проектам. Изначально Катаракта могла менять лишь текстуры глаз, поэтому я решил дать какое-то ебанутое название, связанное с глазами. Будет ли большое обновление Катаракты? На момент написания этого ответа я делаю версию 1.5.0, и это будет огромным обновлением. Сука, какого хуя у меня на записи эхо? Твое мнение о новом SMG4? Лично мне не нравится. Он почти перестал использовать Mario 4 в своих видео, и его сами видео уже не такие смешные. И он, как мне кажется, начал делать более серьезные ролики, что мне не сильно по вкусу. Как ты думаешь, что произойдет с SMG4 в 2024-2026 году? Наверное, все будет только хуже. Как ты видишь свое будущее? Очень хуёво. Будет ли фильм о SM64? У меня нет на это планов, но не отрицаю, что может когда-то будет. Как ты видишь будущее Катаракты? Я не знаю, мне кажется, что я там все, что нужно, уже доделываю. И будут разве что лишь какие-то исправления ошибок, но хуй знает. В какие игры, кроме SM64, ты еще играешь? Вообще у меня часто меняются предпочтения в играх. Сегодня я играю в одну игру, завтра в совершенно другую. Какая самая быстрая и легкая машина, которую ты делал? Марио упал в воду. Точно, Марио упал в воду. Есть ли у тебя ром-хаки, о которых ты не говоришь? У меня когда-то были идеи создать реставрации бирола и патент версии. Что ты все лето делал? Все то же самое, что и в другие времена года, но без школы. Будет ли больше машин в YouTube Shorts? Думаю, будут. Я там не выпускал видео, потому что не было хороших идей для этого формата, вот и все. Как ты придумал свой ник? Я тупо взял мое имя и придумал какое-то рандомное слово, которое пришло мне первым в голову. И мне тогда было 10 лет, поэтому я написал астероид с ошибкой. Когда ты начинал свою карьеру, что ты думал про свое будущее? Я о нем не сильно задумался, если честно. Есть ли у тебя скрытые видео в YouTube Studio? Да, и немало так. Там есть мои всякие старые видео по Майнкрафту, Geometry Dash и некоторые другие видео. У меня просто тогда канал был по другим темам. Были ли у тебя отмененные или переделанные видео? Этот вопрос пропустим, потому что на него уже получен ответ. Если что, этот комментарий написан до выпуска видео с показом моих недоделанных видео. Были ли у тебя забытые, переделанные или отмененные идеи для машинимы? Этот вопрос также пропустим. Твоя любимая еда и напиток, драники и чай. Твои любимые сериалы, фильмы или мультики. Я сейчас никаких сериалов, фильмов или мультиков особо не смотрю. Но из моих любимых мультиков я бы сказал Пингвины из Мадагаскара, Губка Боб, Квадратные штаны, Волшебные покровители, да и вроде все. Какое самое балдежное ощущение по твоему мнению?
когда ты делаешь все, что нужно, и можешь без каких-либо забот провести время. Какой твой любимый предмет в школе? Английский, потому что у меня там очень хороший учитель, прям очень хороший. Какое твое любимое занятие, пока не считается? Каждый день выходить на 3 часа на улицу и под жесткий фон кататься на качели на детской площадке. Что и чем тебя школа научила? Не особо многому, разве что по английскому и некоторым каким-то вещам по другим предметам. Так, следующие вопросы. Ну, во-первых, поздравляю человека с прошедшим днем рождения, а теперь перейдем к вопросам. Играл в Террарию? Да, и очень много. Прям очень. И когда выйдет обновление 1.4.5, то я, наверное, еще больше поиграю. Как ты относишься к Gacha Life? Честно, мне как-то пофиг на саму игру. Если ты про сообщество, то я бы хотел напомнить, что существует и хорошая часть сообщества. Как настроение? Терпимо. На шуточные вопросы не отвечаю. Смотрел видео Варк Скелетора? О, его я иногда посматриваю, мне нравится его видео. Как ты оцениваешь ситуацию в РКС-М64 и мой маппак? Пока что по трейлерам. Насчет ситуации я пытаюсь быть нейтральным и заниматься своими делами и никому не лезть. Твой маппак интересный, в хорошем смысле. Как ты относишься к Nintendo? Игры у них хорошие, но сама компания немножечко много охуела. Данил Метеор, твой брат из параллельной вселенной или все-таки твоя злая версия? Если честно, я сам еще не совсем решил, кто он именно. У тебя есть силы? Если ты про моего персонажа, то нет. Почему ты больше не делаешь видео в YouTube Shorts? Как я до этого говорил, у меня тупо нет никаких хороших идей для этого формата. Но думаю, рано или поздно появится. Будешь показывать лицо? Не буду, это как по мне будет уже слишком. Ты молодец? Хз. На вопрос чай или кофе я уже отвечал. Пельмени или твои машинимы? Это шуточный вопрос, но все равно отвечу. Мне, если честно, не сильно нравятся пельмени, поэтому мои машинимы. Да. Возможно, частично. Будешь ли делать сериал? Вряд ли, но не отрицаю такую возможность. Когда Марио худеет 3, на это тоже отвечал. На этом все. Данил Кентоп. Спасибо. Есть планы по смене стилистики SM64 машинам, чтобы отделиться от остального РК SM64 максимально уникальным стилем? Я бы не сказал. Будут ли еще программы, кроме катаракты, или же катаракта будет носить в себя другие функции? У меня пока нет планов на другие программы, но если будут, то я скорее всего сделаю отдельную программу, если функционал не вписывается под задачу катаракт. Будет ли возможность ставить аддоны на катаракту? Нет, и я в этом не вижу смысла, тем более в М64 ММ3 уже есть поддержка аддонов. Откуда берешь вдохновение? С разных вещей, у меня нет какого-то одного определенного источника вдохновения. Как познакомился с Марио и как тебе пришла идея снимать машинимы? Совмещу ответы на вот эти два вопроса в один. Изначально еще в самом детстве я иногда видел Super Mario Bros. 1 и мне эта игра казалась тупой. Позже мне стало по большей части пофиг на Марио, но потом в 2017 мне на ютубе начали попадаться всякие видео про Марио и Nintendo Switch. Я этой системой начал интересоваться и стал прям лютым Марио фаном. Еще я в этом году вроде впервые поиграл в SM4 и собрал почти все звезды. Потом, я не сильно помню, но с 2017 по 2019 я вроде посмотрел SMG4. Его видео мне нравились. Я захотел самому начать делать что-то похожее. И вот в 2019 я решил попробовать сделать машиниму. Точно помню, что это было что-то наподобие тупых видео с MG4. Например, типа Stupid Mario 3D World. И моя первая машинима должна была называться Тупой Mario Bros. 1. И вроде я планировал еще сделать про вторую и третью части. У первого видео я сделал где-то почти минуту, наверное, и мне стало бы потом лень продолжать, и я забросил это дело. Бляха, надо было об этом сказать в ролике про недоделанные видео. Короче, потом в 2020 мне как-то попалось видео от машинимиста по имени Ширкс, надеюсь правильно произношу, под названием Why I Dislike Modern SMG4, которого уже нет, но есть перезалив. Там он сравнил современное и старое видео с МГ4. После чего мне захотелось глянуть старые видео с МГ4, и они мне очень понравились. И я решил снова попробовать начать делать машинимы. И на этот раз я не забросил это дело. Пиздец. Комментарий в несколько слов, а ответ такой огромный. Ладно, идем дальше. Сложно ли было поначалу делать машинимы? Были трудности, только начинал, не все знал, не все умел, но тогда мне удавалось как-то побыстрее делать видео, чем сейчас. Какие программы на данный момент используешь для машиним?
Project 64N для эмуляции, M64MM3 и аддон для него для вещей по типу смены анимации, заморозки камеры и тому подобного. Моя программа Cataract для быстрой смены текстур, OBS для записи, Sony Vegas Pro 14 для монтажа, SM64 ROM Manager и Blender, если мне нужно сделать какой-нибудь уровень для видео, PaintNet для превьюшек и любых других картинок. Вроде все, надеюсь, ничего не забыл. Как относишься к новой игре о Марио? Мне по большей части пофиг, у меня нет свитча. Я мог поиграть на эмуляторе, но желания как-то нет. Есть консоли от Nintendo? Да, есть Wii, DSi и еще две консоли, которые не официальные, но поддерживаются игры от NES. Вроде как все. Айкитона хотят выгнать из РК SM4. Что думаешь по этому поводу? Опять же, я нейтральный и мне как-то похуй, если никто ко мне не лезет. Будут ли еще озвучки с Никитой и SMG1? Думаю, будут. Такие видео довольно весело было делать. Правда, сейчас никаких таких идей для видео не приходит. Было ли у тебя Лего? Да, было, но сейчас по некоторым хуевейшим обстоятельствам я живу в другом городе. А все Лего осталось в прошлом городе, в который я не знаю, когда вернусь. Почему у тебя именно такие цвета реколора? Когда я делал свой цветовой код, то я решил подобрать такие небесные цвета. То есть белый, голубой, синий, ведь у меня в нике астероид. А астероиды падают откуда? Из неба, поэтому именно небесные. Как ты относишься к разговорам о 3DS? Нейтрально. Интересовался ли ты годами 80-го десятилетия? Не особо. Как ты относишься к Pepsi? Предпочитаю вместо Кока-Колы. Играл ли ты в GTA Trilogy? Нет. Играл ли ты в оригинальную Vice City San Andreas? Тоже нет. Я вообще из всех GTA играл всего лишь чуть в пятую, когда ее бесплатно раздавали в магазине Epic Games. Как ты относишься к своему удлиненному имени? Если честно, то мне уже как-то пофиг, но было бы лучше, если бы меня называли Данилом. Как относишься к Nintendo Entertainment System? Нейтрально. Какая твоя самая нелюбимая консоль от Sony? Я особо не интересуюсь Sony, поэтому никакая, но у меня есть PlayStation 2. Как ты относишься к кухонной тяночке? Нейтрально, наверное. Какой была твоя самая первая программа на Python? Прям вообще первая. Hello World. Если не считать это, то тогда калькулятор в консоли. Если это не считать, то тогда небольшая история. Мой друг один раз на Scratch сделал программу, которая генерирует случайное число от 1 до 100, и тебе нужно угадать его. И через некоторое время я сделал такую же программу, но на Python. Как относишься к Клайду, который искусственный интеллект? Отлично отношусь, он мне не раз очень помогал с некоторыми задачами. Насколько я адекватный от 0 до 10? Тяжело оценить, но наверное 6 или 7 из 10. Насколько у меня хуйня рофлы от 0 до 10? Не в обиду, но 9. Насколько мне подходит мой никнейм от 0 до 10? 8, наверное. Какой твой любимый вид домашних животных? Любой, который мне не мешает. О чем ты думаешь на данный момент? Если ты про то, когда я писал этот сценарий, то тогда я думал о сне, потому что тогда писал этот ответ в 2.21. А если ты про то, о чем я думаю на момент озвучки, то я сейчас думаю о суициде. Тут был вопрос? Да, тут был вопрос, но по некоторым причинам его пришлось убрать. Что ты делал в Германии в 40-х годах прошлого века? Неважно. Какое число прикольнее, 69 или 228? Я сексуал, но как по мне 69. Будут ли еще отсылки на выживалкина в твоих видео? Может быть. Веришь ли ты в Деда Мороза? Нет. Что скрываешь от родителей? Они знают, что у меня есть YouTube канал, поэтому я не могу тут об этом сказать. Через какую библиотеку в Python ты пишешь катаракту? Если ты про интерфейс, то для него использую модуль PyQt5. Если ты про вообще все модули, то есть библиотеки, то тут я бы уже посоветовал зайти в исходный код. Там в самом начале увидишь все модули. Я бы мог и тут сейчас их всех показать, но с обновлениями могут появляться какие-то новые модули, а какие-то старые убираться. Фу, блять, как же я заебался это все озвучивать. Даже сил уже не хватает на нормальное прощание. Короче, поэтому всем пока, ставьте подписки, лайкайтесь, блять, наоборот. Короче, вы поняли, всем пока.